Переговоры в Абу-Даби. США, Украина, Россия. Мощные делегации и обстановка полной секретности. Главные вопросы и кто их будет решать. Уитков и Кушнер в Кремле. Они прилетели на переговоры, а Путин потребовал отчет, с кем встречались, что видели и слышали в Давосе. Зеленский требует не отдавать Путину его замороженные активы. Они пойдут на восстановление неоккупированных территорий. Орбан ответил Зеленскому про всяких Викторов, которым нужно дать подзатыльник, и пообещал отомстить политически. Трамп объявил, что направил армаду кораблей к Ирану. Так что удар будет. В Германии судят подростков-сепаратистов, которые собирались устроить диктатуру вокруг Дрездена. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби стартуют двухдневные мирные переговоры между США, Украиной и Россией. Это первая трехсторонняя встреча с начала полномасштабной войны. Соединенные Штаты представляют спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер вместе с другими высокопоставленными чиновниками. Для них переговоры стали продолжением ночной встречи американских эмиссаров с Владимиром Путиным в Москве. Первое. Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа, я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразно. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров. Кремль направляет в Эмираты собственную делегацию во главе с начальником Главного разведывательного управления Генштаба России Игорем Костюковым. Путин ранее уже направлял Костюкова для участия в переговорах по Украине. Он входил в состав российской делегации, которая в мае 2025 года встретилась с украинскими представителями в Стамбуле. Это были первые очные переговоры сторон за 3 года. Костюков также участвовал и в других резонансных внешнеполитических контактах. В июне прошлого года он вместе с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым присутствовал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле вскоре после ударов США по иранским ядерным объектам. Однако в мире Игорь Костюков печально известен по другим поводам. В частности, когда он занимал пост первого заместителя главы ГРУ, в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британское расследование, завершенное в прошлом году, пришло к выводу, что покушение совершила группа офицеров военной разведки ГРУ. Россия неизменно отрицает какую-либо причастность к атаке. Костюков находится под санкциями США с 2016 года. А в 2019 году Европейский Союз ввел против него и ряда его коллег по ГРУ санкции в связи с отравлением в Солсбери. Он также находится под санкциями Великобритании и ряда других западных стран. Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры. Вы уже знаете, что, собственно, вчера ночью они получили инструкции от главы государства. И они только утром туда вылетели. Поэтому сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения. Но имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости. Украина отправила в Абу-Даби секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя офиса президента Кирилла Буданова с заместителем Сергеем Кислицей, а также главу фракции парламентского большинства «Слуга народа» Давида Арахамию и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Ранее спецпосланник США Стив Уитков заявил, что стороны находятся близко к соглашению, и остается согласовать лишь один ключевой вопрос. Кремль опубликовал видео, на котором Путин приветствует американскую делегацию. Активность переговоров резко выросла после слов президента Украины Владимира Зеленского, что проект мирного соглашения почти готов, а вопросы послевоенных гарантий безопасности согласованы с Дональдом Трампом. Вот как оценивает перспективы заключения мира между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп. Трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби в эти выходные ведут к трехсторонней встрече между вами. Смотрите, все это хорошо. Любая встреча — это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет. В первые 3 года вообще никто не встречался. Никто не встречался, и, знаете,
Если вы не встречаетесь, ничего не случится. А мы встречаемся и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы сможем спасти много жизней. Господин президент, на какие уступки должен пойти Владимир Путин на данном этапе? Он пойдет на уступки. Все идут на уступки, чтобы это завершить. Европа будет частью этого процесса. Она обязана быть его частью. Для Европы это важно. Для меня я делаю это скорее ради Европы, чем ради себя. Я делаю это прежде всего, чтобы спасти жизни. Это номер один. Во вторую очередь, ради Европы. Я делаю это не столько ради ЕС. На нас это напрямую почти не влияет, кроме потери жизней. Понимаете, нас это затрагивает не так сильно. Это за тысячи миль отсюда. Нас разделяет океан. Но у меня есть способность доводить такие вещи до результата. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Я считаю, что раньше это вообще никогда бы не было сделано. Мне казалось, что обе стороны хотели получить все целиком. Может быть, ребята, но он на это не пойдет. Он не будет вести себя правильно, если мы не заключим сделку. Сегодня у нас была хорошая встреча с президентом Зеленским. Думаю, очень хорошая. В чем главная загвоздка на пути к сделке? Загвоздка та же самая, что и на протяжении всего последнего года. Послушайте, это война. Это борьба, это война, и это не мои слова. Это война, которой вообще не должно было быть. Но все сложно. Есть возвышенности и низины, есть улицы, есть реки. Нужно по-настоящему понимать местность. Так что это немного сложнее. Но у меня было такое и в 5 других войнах. В итоге все упирается в землю. Это вопрос территории. Это вопрос границ. Я последние 2 дня вставал и видел, что все это продолжается. И знаете, что произошло? Когда времена были хорошими, Путин сделки не хотел. Были моменты, когда Зеленский не хотел заключать соглашение. И это временами было очевидно. Сейчас, я думаю, они оба хотят. Заключить сделку. Посмотрим. Потому что появилось кое-что, что заставляет думать, что они оба... Так что посмотрим, насколько они действительно серьезны. Что вам сегодня сказал Зеленский? Я имею в виду, он проделал тяжелый путь, чтобы встретиться с вами. Что он сказал? Он сказал, что хотел бы заключить сделку. Ну, а что еще он может сказать? Люди и так знают параметры. Это не какие-то новые темы. Все это обсуждается уже от 6 до 7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться, потому что я, честно говоря, не был в этом полностью уверен. Я считаю, что он должен хотеть сделки. Это невероятно тяжело. Это действительно очень тяжело для народа Украины. Скажу вам так, господин президент, то, как они живут без отопления, когда температура минус 20 градусов, это ведь страшный холод. Климат там, по большей части, даже холоднее, чем в Канаде. И люди живут без тепла. Я его спросил, как они вообще это выдерживают? И он дал мне ответ. Это поразительно. То, что они делают, чтобы просто выжить. Так жить невозможно. В Кремле минувшей ночью прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткофа, переговорщика президента США и его зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Они начались незадолго до полуночи по местному времени и продлились около 4 часов. Вопреки обыкновению, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев не устраивал гостям прогулок по ночной Москве, известной круглосуточным сервисом разного рода. Сегодня в Кремле состоялось важное обсуждение Россия-США. Президент Путин принял миротворцев Стивена Уиткофа, Джареда Кушнера и Джоша Груенбаума. Встречу также посетили помощник президента Юрий Ушаков и я сам. Владимир Путин не смягчил своих требований к Киеву о выводе украинских сил с Донбасса, который он не смог полностью захватить. Об этом пишет Financial Times, указывая, что Россия продолжает настаивать на том, что не прекратит войну против Украины, если Киев не согласится на существенные территориальные уступки. Итоги переговоров подвел помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, на встрече Путин получил от гостей полный отчет о содержании контактов и встреч, на которых Уиткоф и Кушнер присутствовали лично. Переговоры продолжались около 4 часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными. Собеседники, как известно, прибыли из Давоса, где буквально до самого вылета в Москву участвовали в серии мероприятий вместе со своим президентом Дональдом Трампом, в том числе в тех, которые касались украинского урегулирования. Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками встречи президента США в Давосе с Зеленским,
на которой и Уитков, и Кушнер лично присутствовали. Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц. В целом, я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже на двоих определить параметры дальнейших действий. И следующий шаг в этом направлении был согласован. И скажу, что только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами. Американцы, надо признать, много сделали для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании. В целом, еще раз повторю, встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезной, во всех смыслах, как для нашей, так и для американской стороны. Условлено на встрече, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом, как по украинской, так и по другим темам. Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в регулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей. Именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой. Для Украины ключевым вопросом на переговорах остается судьба Донбасса. В частности, тех районов Донецкой области, которые Россия не смогла оккупировать в течение почти 4 лет полномасштабной войны. Донбасс является ключевым вопросом. Его будут обсуждать и обсуждать модальности, как три стороны это видят в Абу-Даби. Что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу. Я всегда за их участие. Сегодняшняя встреча и завтрашняя будут трехсторонними. Украина, Америка, Россия, а затем европейцы, безусловно, получают от нас обратную связь. Главная магистральная договоренность по гарантиям безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и место. Это up to him. Мы готовы подписывать такой важный для нас документ. Еще раз подчеркиваю, я уверен, что это исторический документ. Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, за использование всех замороженных российских средств. Почему? Потому что Россия – агрессор. Это признано всем миром. Они начали эту войну. В этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий российской агрессии. Мы неоднократно говорили американцам и об этих 5 миллиардах, что рассчитываем использовать их именно на восстановление Украины. А выглядит это, мягко говоря, странно. Россия – сторона-агрессор, и она что-то просит. Замороженные, пусть даже замороженные, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят использовать их для восстановления своей части. То есть они начали СВО, как они это называют. Хотя это война, они все это начали выглядеть, честно говоря, нонсенсом. Что касается Prosperity, для нас это очень важно. Это пакет документов. Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными, прозрачными, потому что именно на этом фундаменте будет отстраиваться Украина. В ближайшие годы.
И это очень важно, чтобы все это понимали не только наша команда, но и следующая команда, чтобы все понимали, откуда будут идти деньги, откуда будет финансирование и на что Украина реально может рассчитывать. Что обсуждалось во время встречи? Как мы оцениваем это предложение? Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет позитивное решение. Детали, безусловно, еще посмотрим. Но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень задело косвенное упоминание в речи президента Украины Владимира Зеленского в Давосе. Напомним, как она звучала. Каждый Виктор, живущий за счет европейских денег, одновременно распродавая европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это еще не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькую Москву. И хотя Орбан не был упомянут напрямую, Зеленский использовал стилистический прием обобщения под названием «синягдыха». Орбан решил, что каждый Виктор — это именно про него, и ответил Зеленскому 2 постами в соцсетях и развернутой речью в интервью на саммите в Брюсселе. «Я-то свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек в отчаянном положении, который уже 4-й год не способен или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь. Вот в какой точке мы оказались. Президент Зеленский все поставил с ног на голову, а брюссельцы готовы за это платить. Нам тоже будет что сказать. Готовится национальный опрос, с помощью которого мы направим Брюсселю четкий сигнал. Платить мы не будем». Поскольку в Венгрии всем очевидно, что мы не хотим видеть Украину в составе Европейского Союза и выступаем против ее членства, в то время как партия ТИСа и Демократическая коалиция хотят ее туда впустить, мы должны признать, украинцы станут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что у них есть прямая заинтересованность в смене власти в Венгрии. Дональд Трамп вновь не исключил силового сценария в отношении Ирана. Возвращаясь из Давоса в США, президент заявил журналистам на борту Air Force One, что к иранским берегам направляется армада американских военных кораблей. При этом он подчеркнул, использовать эту силу он не хотел бы. Что сейчас происходит с Ираном? США направили значительные военные силы. Знаете, у нас много кораблей движутся в том направлении на всякий случай. У нас большая флотилия идет туда. Посмотрим, что будет. У нас крупная группировка направляется к Ирану. Я бы не хотел, чтобы что-то происходило, но мы внимательно за ними наблюдаем. В четверг я остановил 837 казней. И они бы все погибли. Каждого бы повесили. Это как 1000 лет назад. Это древняя культура. Очень умные люди, кстати. Но древняя культура. 837 человек, в основном молодых мужчин, должны были быть повешены в четверг. И я сказал, если вы повесите этих людей, вас ударит сильнее, чем когда-либо. Это сделает то, что мы сделали с иранской ядерной программой. Просто пустяком. И за час до того, как это ужасное событие должно было произойти, они отменили казнь. И фактически сказали, что отменили. Они не отложили ее, они отменили. Так что это хороший знак. Но у нас есть армада, у нас огромный, действительно огромный флот идет туда, и, возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим. Хотели бы вы, чтобы верховный лидер ушел с поста или объявил о изгнании? Я не хочу в это вдаваться. Но они знают, что мы наблюдаем. Сейчас идет много убийств. Вы сказали сегодня, если они хотят говорить, мы будем говорить. Значит, если вы что-то устроите, и они обратятся к вам? Знаете, мы много с ними разговаривали. Им следовало заключить сделку раньше, чем мы нанесли удар по их ядерной программе. Потому что это был разрушительный удар. Весь тот район вышел из игры. И если они попытаются повторить, им придется идти в другую зону. Мы поразим ее так же легко, еще легче, потому что то было очень продвинуто. Они строили это 10 лет, им пришлось бы начинать заново. Так что это была полная ликвидация. Вы все еще планируете вводить те тарифы, о которых говорили? С кем? Тарифы для бизнеса, связанного с Ираном, 25%. Мы это делаем, мы это делаем. Если вы ведете бизнес с Ираном, вы получите тариф 45%.
В регион в ближайшее время прибудут авианосец «Авраам Линкольн» и несколько эсминцев. Трамп заявил, что Белый дом внимательно следит за ситуацией в Иране, где власти жестко подавляют массовые протесты. По его словам, в последние дни акции, судя по поступающим сообщениям, пошли на спад. При этом объективной картины происходящего нет. Уже 2 недели в стране фактически отключен интернет. Нет точных данных ни о числе участников протестов, ни о количестве погибших. По оценке правозащитной организации Харана, подтверждена гибель более 4900 человек. Иранский представитель также сообщил Reuters, что число жертв превышает 5000. Среди них около 500 сотрудников силовых структур. На фоне этих данных военное давление США и заявления Трампа лишь усиливают напряженность вокруг Ирана и всего Ближнего Востока. В Дрездене в пятницу начался процесс против 8 предполагаемых членов праворадикальной группы «Саксонские сепаратисты». По данным Федеральной прокуратуры, мужчины обвиняются в участии в террористической организации и подготовке государственного переворота. Одному из обвиняемых также инкриминируется попытка убийства и нарушение закона о оружии. Некоторые фигуранты на момент преступлений были еще подростками. Федеральная прокуратура утверждает в обвинительном заключении, что обвиняемые состояли в созданной в феврале 2020 года боевой организации, которая придерживалась расистских, антисемитских и частично апокалиптических взглядов, и была убеждена, что прежний режим вот-вот рухнет. На так называемый ими День Икс они, согласно обвинению, готовились с целью захватить как можно большие части Саксонии, уничтожить представителей действующей власти и провести этнические чистки, чтобы затем создать государство по образцу нацистской Германии. По версии обвинения, подозреваемые готовились с помощью парамилитарных тренировок. Учились ведению боя в городских условиях, обращению с огнестрельным оружием, участвовали в марш-бросках с боевым снаряжением и закупали оружие, боеприпасы, газовые маски и мачете. В ноябре 2024 года все 8 подозреваемых были задержаны в ходе масштабной операции с участием более 450 полицейских. Главой группы считается обвиняемый Йорк Са.